Привет, это «Прощай, оружие». И это, наверное, уже 5-я попытка записи этого видео за последние 2 месяца, чтобы поговорить с вами на довольно тревожную тему – мобилизация. Это слово все чаще мелькает в новостях, а дополнительного масла в сигнальный костер мобилизации подлила Пенза и произошедшие там облавы на людей. Минобороны в это время протаскивает поправку в закон о военной службе, которая вовсе отменит прохождение медкомиссий в период мобилизации. Интернет в России добивают, а публичные спикеры из разных ведомств все чаще призывают к закрытию границ. Но самое поганое кроется в другом. Точно так же, как и в 22-м, вероятность нового призыва яро отрицают путинские чиновники, причем даже тогда, когда их об этом никто и не спрашивал. У нас нет необходимости проведения мобилизации. За прошедшие десятилетия и особенно за время войны мы выучили, что такое ярое отрицание – это явный сигнал очередной попытки вкрутить гражданам в уши фаллический символ. Ведь все это мы с вами уже проходили. Не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. A few moments later. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. На фоне этого и тут, и там появляются иногда абсурдные, иногда вполне конкретные аргументы. Но по большей части все они звучат как лозунг, и среди них нет самого главного – полноты. Мы попробуем это исправить, ведь если и есть сегодня особо важное явление, которое напрямую связано с обществом, государством и правом, то это мобилизация. Так что сегодня у нас новый выпуск ОГП, где мы дадим самый полный разбор на эту тему. Я думаю, многие уже устали от бесконечных манипуляций на тему мобилизации, но знайте, что усталость от информационного шума для системы не баг, а фича. Люди в большинстве своем не выносят жизни в неопределенности, и им проще махнуть рукой на серьезную угрозу, которую им обещали со дня на день вот уже 3 года, но она так и не произошла. Что? Опять? Поэтому сейчас мы рискуем с вами оказаться в притче про того мальчика, который слишком часто кричал «волки» и в итоге был съеден. Я не раз в наших видео говорил, что профилактика проблемы – это лучшее решение из возможных, но я не хочу бросаться на вас с угрозами, а предлагаю быть последовательным. Поэтому приготовьтесь, ведь сегодня у нас самый полный разбор по этой теме, и я предлагаю вместе спокойно разобраться в причинах, рисках и том, как новая волна призыва может выглядеть. И да, в текущих реалиях информация – это наше единственное оружие самообороны. Осведомлен – значит вооружен, и вооружить этой информацией нужно как можно больше людей. И самый простой способ с этим помочь – поучаствовать в распространении этого выпуска. И это очень просто сделать. Прямо во время просмотра поставьте лайк и подпишитесь на канал. Если у вас есть кнопка «Хайп», нажмите ее. Ну а мы двинемся по порядку. Первое, что всегда должен проговаривать честный человек на тему мобилизации, она уже идет. Она не заканчивалась ни на день с момента ее объявления 21 сентября 2022 года. Путин объявил ее своим указом, и без нового указа о демобилизации она не закончится. Именно поэтому те выжившие из 300 тысяч мобилизованных, которых призвали в 22-м, продолжают служить. Именно из-за действующего указа о мобилизации любой контракт с Минобороны, подписанный даже на день, является бессрочным. Поэтому не может и не будет никакой новой мобилизации, но вот новый призыв в рамках старого указа вполне реален. И для того, чтобы анализировать новую волну призыва, важно помнить, как и почему вообще Путину понадобилась мобилизация, и как тут обойтись без упоминания контрнаступления Украины осенью 2022 года. Это событие грандиозного масштаба, вероятность которого до его наступления практически никто не верил. Эдакий черный лебедь, хотя люди, знакомые с оценкой рисков, со мной, может, и поспорят и скажут, что, мол, это был не черный лебедь, а скорее серый. Но какая, простите, разница, если для пользователя срального чемоданчика это была самая что ни на есть неприятная неожиданность.
не закашлялся. К сентябрю того года российская армия находилась в глубоком системном кризисе, а главной проблемой была нехватка людей. Так называемые халуи, то есть добровольцы, подписавшие краткосрочный контракт с Минобороны весной и летом 22-го, проблему дефицита кадров решали из рук вон плохо. Их было мало, а главное, их трехмесячный контракт зачастую успевал заканчиваться еще до попадания на фронт. Главным же секретным успехом успешного контрнаступления, причем секретом даже для контратакующих украинцев, было практически полное отсутствие сопротивления. Российские войска буквально бежали, бросая по пути все, начиная от техники и заканчивая секретными документами. Подорванная мораль как катализатор усиливала все проблемы, которые командование месяцами игнорировало. Недокомплект подразделений, ужасная связь и, следствие, плохая управляемость войсками, ну и кризис логистики, из-за которого тем немногим, кто реально был готов воевать, не хватало буквально всего. И если до контрнаступления Украины наша плешивая маркиза жила в мире, где все не просто хорошо, а прекрасно, то оглушительный провал Харьковской области эту веру в прекрасное пошатнул. Я таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы, оставшиеся на голове, дыбом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли? Ну и пришлось судорожно придумывать решение на коленке. Этим решением стала мобилизация. Мобилизация, которой никто и ничто не было готово. У военкоматов не было актуальных данных, в воинских частях не было мест для приема мобилизованных, а на складах не хватало даже элементарного снаряжения. Но для кого мобилизация стала главной неожиданностью, это сами призывники. Точно так же, как и для Путина черным лебедем было обрушение фронта, так же и для военнообязанных черным лебедем стал приход к дверям военкома. Люди не знали, что делать с повесткой. Многие, ее получив, боялись уезжать из страны, хотя никаких общих баз на границе тогда не существовало. Более того, многие сами приходили в военкомат, поскольку не могут же их со всеми болячками в возрасте взять и отправить на передок. Как итог, около 300 тысяч мужчин уехало на фронт, а еще 1 миллион за бешеные деньги и отстояв километровые очереди, выехал из страны. И если большинство уехавших от мобилизации вернулись, как только стало понятно, что активный призыв свернули, то те 300 уехавших по мобилизации, если и возвращаются домой, то только в гробах или инвалидном кресле. Вот такое безумие произошло из-за того, что сначала система, а потом и люди в этой системе живущие натолкнулись на событие, вероятность которого никто всерьез не воспринимал. Хотя все объективные предпосылки на самом деле лежали на поверхности. На сегодняшний день российская армия испытывает довольно серьезный дефицит личного состава. Да, пока он не настолько плачевный, как в 22-м, но он есть и прямо сейчас влияет на фронт. Это может звучать контринтуитивно. Как армия, в которой не хватает людей, пытается в наступление на множестве направлений сразу. Все просто. Эти наступления организуются за счет отсутствия эшелонированной обороны на уже захваченных территориях. То есть после продвижения российская армия перемещает вперед вообще все доступные силы, не утруждая себя созданием обороны на захваченных территориях. К тому же война изменилась, и продвижения теперь достигаются совсем не теми методами, что 4 года назад. Для продвижения сегодня важно даже не количество людей, одновременно брошенных в штурм, а постоянство этих самых штурмов. Поговорка «не битьем, так катанием» никогда не иллюстрировалась так кроваво, но это то, что мы имеем прямо сейчас, и с этим у путинских генералов проблемы. Приток добровольцев на войну падает, и на то есть вполне понятные причины. Инфляция сожрала выплаты, и те миллионы, что платят за контракт, а главное гробовые, на которые сейчас идет основной упор у вербовщиков, это уже не те же миллионы, что были пару лет назад. К тому же вырос и уровень осведомленности о происходящем внутри армии и методах командования ей, что прямо отражается на желании пойти и умереть за Путина. Поэтому из года в год Минобороны снижает требования к добровольцам, а теперь и вовсе отменяет медкомиссии. При этом сам Путин живет в мире, где мясные штурмы – это норма. Офицеры, бездарно перемалывающие сотни и тысячи человек за пройденный километр, считаются эффективными. Они получают новые звания и новые повышения. То есть единственная проблема, которой для Путина оправдывают невзятый до сих пор Донбасс или другие записанные в русские территории Украины, это не генералы-идиоты, а нехватка людей у этих генералов. Но если дефицит личного состава хоть и есть, но он не такой острый, как
в 22-м, то по тому самому секретному катализатору нынешняя армия ушла далеко вперед. Речь про моральное состояние войск, которое напрямую влияет на боеспособность. Ямы и подвалы, привязанные к деревьям люди – это главный показатель того, что даже те, кто уже находится на фронте, не готовы воевать без внутренней системы насилия. Вертикаль этого насилия над собственными подчиненными образца 22 года показалась бы нынешним штурмовикам детским садом. К тому же, говоря о факторах, которые напрямую влияют на возможность обрушения фронта, нельзя игнорировать плохую управляемость войсками. После потери для российской армии старлинков военная связь снова перешла на ненадежные и уязвимые системы. Это означает, что в случае чего вся система управления войсками на отдельных участках рухнет в один момент. Но то, что сегодня особенно важно для возможности обрушения фронта, это украинские дроновые атаки. Причем работает это сразу на двух уровнях. Атаки средней дальности нарушают логистику на оккупированных территориях, что неминуемо будет усложнять снабжение войск на линии фронта. Топливный кризис, который почувствовали даже в России, там бьет не только по гражданским, но и по военным. Весь фронт давно пересел на бензиновые легковые автомобили, а электричество от бензиновых генераторов – это жизненно важный ресурс войны сегодня. Но речь не только о топливе. Постепенно страдает вообще вся логистика от боеприпасов до продовольствия, ну и до подвоза мальчиков-трусиков, на которые собирают волонтеры. Поэтому бесконечная наступательная кампания, которую и так ведут идиотскими методами идиоты, страдает от хронического дефицита всего. И этот дефицит с каждым месяцем будет только нарастать, что подрывает не только саму идею бесконечно наступать, но и боеготовность войск в целом. Атаки вглубь России – это вторая сторона медали. И эти атаки подрывают экономику войны, а главное, создают риски для Путина. Причем как политические, ничто так не било по его рейтингам, как дефицит бензина, так и физические риски. И 27 комплексов ПВО вокруг одной только его дачи не дадут соврать. При этом важно отдать должное глубинным украинским ударам. Они выбивают не просто уязвимые для дронов объекты, а системно выбирают те цели, которые напрямую влияют на так называемый реальный сектор экономики, то есть производство и торговый бизнес. Кампания ударов по НПЗ – это не только очереди на заправках, а неминуемое удорожание всей логистики и производств, завязанных на топливо. Кампания ударов по складам маркетплейсов также бьет напрямую по предпринимателям, а значит и по ценам в их магазинах. В итоге каждая компания делает жизнь россиян дороже и подстегивает усталость от путинской войны в России. Единственным нормальным ответом на оба типа атак будет создание по-настоящему массовых и вездесущих мобильных огневых групп, которые по образцу украинских подразделений будут бороться за небо над страной, или над оккупированными территориями. Для этого нужны люди, которых просто нет, ведь все люди нужны Путину для того, чтобы пойти в штурм. Смотрите, что у нас и по каналам телевидения показывают, как идут наши войска. Да, это требует времени. По 2, по 3 человека. Но продвигаются. Да, существует такая категория, как резервисты, которых уже можно использовать для таких целей. Плюс есть срочники, которых можно рассадить по пикапам и выдать каждому по автомату и отправить гоняться за дронами. Но этого не хватит. Так же, как и усилий губернаторов по созданию региональных МОГов. Кстати, это отдельная тема, как путинские внезапно вспомнили, что Россия вообще-то федерация, и пытаются переложить ответственность за проебанную оборону на губернаторов. Хотя она буквально... Оборона – это единственная федеральная функция власти, которая вообще есть. Напишите в комментариях, если хотите ролик на эту тему переноса ответственности. Собирая всю картину воедино, можно уверенно утверждать, российская армия снова оказалась в крайне уязвимом положении. Более того, мы с вами прямо сейчас стоим в начале развития этой уязвимости, поскольку все проблемы, которые я описал, системные и будут со временем только усугубляться. Связь не починится, никакого ответа на угрозу дронов без человека затрат просто нет, а от идеи продвигаться на всех направлениях не просто не отказались, а эту безумную мысль раз за разом транслирует главный плешивый движитель этой войны. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете? Положение сейчас такое, что даже без всяких черных лебедей система не просто нуждается в новой волне призыва. Он ей нужен был еще вчера. Но так же, как и в прошлый раз, Путин предпочитает этого не замечать. Так же, как и в прошлый раз, он тянет с решением и тем самым приближает то внезапное событие, на которое неминуемо придется реагировать экстренной мобилизацией, чтобы просто предотвратить обрушение фронта.
Что это будет за событие, пока говорить рано, но, скажем так, вне основного направления российских атак достаточно уязвимых мест. А время в этом смысле на стороне сил обороны Украины, ведь с каждым днем эти места становятся только уязвимее. Новый «Черный лебедь» не за горами, вопрос только в том, когда именно он прилетит. Но что если система в этот раз чему-то научилась? Что если все риски берут и учитываются, и новый призыв уже запланирован? Что ж, это возможно. В таком случае система намеренно выжидает нужный момент или какого-то конкретного события, чтобы начать призыв. Но что это за момент? Для ответа на этот вопрос есть три типа аргументации. Аргумент первый – политический. Опыт 2022 года показал, что мобилизация – это крайне непопулярное явление, которое неминуемо обрушает рейтинг власти. Причем не по опросам сраного ВЦИОМа, а в реальности. Именно среди тех людей, которые наиболее власти лояльны. Но это, в принципе, логично. Пока государство не отправляет конкретно тебя умирать на фронт, поддерживать войну, которую это государство ведет, куда проще. К тому же в случае нового призыва неминуемо возникает вопрос: а куда, простите, делись те 300 тысяч мужчин, которых призвали в прошлый раз? Ответ на него как бы и так все знают, и вопрос будет скорее риторическим, но отвечать на него придется. А значит, государству как-то нужно будет признать потерю сотен тысяч людей. А этого не было за все время войны. Более того, осведомленность о происходящем на войне среди населения выросла. И надеяться на большое число готовых пойти в военкомат добровольно не приходится. Придется прибегать к облавам, которые будут только подогревать недовольство. Российская пропаганда годами рассказывала про бусики и ТЦК. Но без бусиков и ТЦК дома в этот раз просто не обойтись. И ужас Пензенской области, где прямо сейчас местные жители создают дружины для защиты от облав, иллюстрирует, как это будет происходить. Решение о новой волне принудительной отправки людей на фронт будет крайне рискованным для властей. А на носу ведь выборы в Госдуму, которые пройдут уже в сентябре. Новый призыв на войну в политическом смысле опасен сам по себе, а призыв до дня голосования выглядит политическим самоубийством. Поэтому в случае, если на мобилизацию уже есть план, то по аналогии с другими непопулярными решениями по типу повышения тарифов ЖКХ или окончательным убийством интернета в России, новую плановую волну мобилизации объявят не раньше дня голосования. Это вполне понятная логика, с которой сложно не согласиться. Второй аргумент в прогнозах более редкий, но оттого не менее ценный. Этот аргумент экономический. Российской экономике безумно тяжело дается этот год. Более того, с каждым месяцем ситуация для бюджета становится только хуже. Я не являюсь экономистом, но по тем данным, что мне понятны, кризис в экономическом секторе, так же как и на фронте, носит системный характер. А значит, проблемы будут только нарастать, а денег у государства будет становиться только меньше. Ну а деньги в нынешней системе нужны не только для поддержки военных производств и материально-технического обеспечения. Куда более важный вклад они вносят в главный ресурс войны – в людей. Для нынешней модели с покупкой добровольцев за счет выплат экономический кризис – серьезная проблема. Чтобы поток добровольцев не иссякал, выплаты приходится повышать. Причем, если раньше каждая сотня тысяч рублей влияла на приток новых людей, то сейчас из-за инфляции повышать нужно сразу на миллионы. Этого система позволить себе не может, даже в случае тотального урезания всего и вся. Дураки за деньги, может, и не закончились, но вот привлекательных выплат для найма этих дураков ни регионы, ни федеральный центр предложить уже просто не могут. Есть мнение, что если экономический кризис в России достигнет определенной отметки, то Путин для продолжения войны будет вынужден прибегнуть как к мобилизации экономики, так и новому призыву граждан по этой мобилизации. И оценки экспертов по состоянию экономики опять же указывают на осень, как на момент, где накопленные проблемы могут начать схлапываться одна за другой. К тому же осенью мы увидим новый проект бюджета, в котором, сюрприз-сюрприз, на войну заложат много. И рынки отреагируют на это крайне негативно, что дополнительно бахнет по всей экономике. Складывая все это с эффектом от украинских ударов вглубь России, мы получаем новый вызов для пользователя бункерной инфраструктуры, ответом на который вполне можно допустить мобилизацию. Ну и третий важный аргумент.
готовность самой системы к мобилизации. И под этим аргументом кроется множество факторов, начиная от готовности военкоматов и заканчивая системой предотвращения бегства россиян от повесток. Ни для кого не секрет, что государство сделало для себя выводы из провальной с точки зрения организации мобилизационной кампании 2022 года. Несмотря на кучу проблем, госорганам удалось провести цифровизацию воинского учета, электронные повестки, автоматическое занесение уклонистов во всевозможные базы и накладывание на них ограничений, а также централизация этих самых баз – это набор решений, который уже не позволяет так просто пересидеть волну призыва. Если в 2022 году люди, отказавшиеся уезжать из-за веры, что их просто не выпустят из-за повестки, были паникерами, то сейчас они не так далеки от истины. Информационный ГУЛАГ устроен таким образом, что после отправки вам повестки любым удобным способом, например, через госуслуги, она считается врученной. Неявка по ней в течение 7 дней приведет к значительным ограничениям для уклонистов, в том числе запрету выезда за границу. Да, пока эти ограничения вроде как распространяются только на уклонистов от службы по призыву, но для расширения этих мер на уклонистов от повестки по мобилизации нужна только воля Плешивого и буквально одна ночь экстренных заседаний, где поправки к закону протащат во всех чтениях, одобрит Совет и подпишет ПИПа. Более того, теоретически у ФСБшников на границе уже есть доступ к базам тех, кому повестка уже вручена, но ограничения еще не наложены. К тому же к призывным мероприятиям теперь вполне официально можно привлекать Росгвардию. Хотя в контексте обсуждения поправок к их основному закону внимание общественности больше привлек термин «военное положение», но я бы не акцентировал на нем особого внимания, ибо все элементы военного положения и так действуют на территории России, ну или вводятся по щелчку. А значит, особый правовой статус для ПИПы вводить не нужно. Да, остается вопрос, сможет ли в этот раз армия принять столь большой поток людей. Но с готовностью армии всегда есть нюанс. Совершенно неважно, готова ли армия фактически или нет. Единственное, что имеет значение, это то, отчиталась ли об этой готовности Минобороны. Ну а зная, как эта система работает, я более чем уверен, что все фотоотчеты и все доклады и в этот раз победили реальность. Ну а настоящее положение дел скроется уже по ходу призыва. Но даже если и в этот раз мобилизованным раздадут ржавые автоматы и начнут размещать их в сараях, это не такая уж и проблема. Потому что в этот раз распространить об этом новости будет куда сложнее. И тут самое время поговорить о блокировках интернета в России, которые безумно злят людей, но не собираются ослабевать. При этом очень уж удачно помогают минимизировать недовольство начальством. Причем блокировки тоже пока не заработали в полную силу, ведь плата за иностранный трафик, как форма борьбы с VPN, тоже отложена, и существует небезосновательное мнение, что к ее введению вернутся уже после выборов. РКН сегодня имеет все технические возможности для тотальных блокировок, просто пока ведет их сквозь пальцы. Получается, что аргумент про подготовку системы как сдерживающего фактора для новой волны призыва исчерпал сам себя. Система, по сути, готова. У государства есть все необходимые механизмы, чтобы не повторить прошлый провал, где все были в шоке от происходящего не меньше, чем сами призывники. Но вот с остальной аргументацией с точки зрения прогнозов не все так гладко. Политический сценарий новой волны после выборов в Госдуму не учитывает ряд последствий. Если власть так трясется за выборы, которые и не выборы вовсе, где все и вся можно теперь нарисовать онлайн, спасибо за это всяким подонкам по типу Венедиктова, то что случится на этих самых выборах, если из-за проблем в армии фронт внезапно рухнет? Одно дело проводить голосование во время войны, где хоть и нет никаких успехов, но на которой все относительно стабильно, но совсем другое дело вести кампанию, где людям предлагают голосовать за партию войны, которую с треском проигрывают. Прямо сейчас партия жуликов и воров пытается откреститься от всех запретов и блокировок, чтобы спасти свой рейтинг. А теперь представьте, что будет с этим рейтингом, если на так называемом СВО случится очередное перемещение на более выгодные рубежи. Экономический аргумент старта мобилизации тоже несовершенен, причем его несовершенность признают даже зетники. В случае мобилизации, помимо сравнительно дешевой живой силы, на которую вы явно экономите, вас накроет другими ее последствиями. По опыту первой волны можно уверенно утверждать, что единоразовое массовое изъятие трудоспособного населения из экономики эту экономику подрывает. К тому же по опыту 22-го мы знаем, что помимо тех, кого забрали из экономики на фронт, будут и те, кто уедет из этой экономики сам, чтобы на фронт не попасть.
И все это неминуемо повторится, даже несмотря на новые инструменты по предотвращению бегства населения. Рассмотрев все аргументы, по которым можно предсказать начало плановой волны призыва, мы неминуемо попадаем в яму. И это неудивительно, поскольку каждый анализ предполагает рациональные аргументы и объективные критерии, но решение в итоге принимает один конкретный престарелый субъект на основании голосов в своем бункере. Но как же тогда быть? Ведь не может человек жить вне прогнозов и на каждый чих покупать по билету в Армению или Казахстан. Скажу вам честно, прогнозы тут дело неблагодарное, но сравнением разных аргументов можно оценить вероятности. И такая оценка прямо указывает, что начиная с октября вероятность старта новой кампании по призыву мобилизованных кратно возрастает. При этом это никак не отменяет того, что если до выборов в Госдуму или момента, когда деньги на войну кончатся, произойдет нечто для Путина невероятное, то ответом на это может стать экстренный призыв людей. Система реализации подобного решения уже есть, а любая рациональность в анализе последствий подобного решения пойдет нахуй строевым шагом из путинского кабинета, поскольку если бы его так сильно волновали последствия своих решений, никакой войны бы просто не было. Вот такой у нас получается плохой прогноз на основании плохих вариантов. А мобилизация для системы – это всегда плохой вариант. Но что если я вам скажу, что системе не обязательно надрываться, и новый набор людей на войну можно организовать таким образом, что это не станет большим шоком ни для населения, ни для властей. О, какой поворот! Этот вариант еще менее предсказуем, но в силу реализации дает куда больше шансов избежать попадания на фронт конкретно вам. Все, что мы с вами обсуждали до этого, касалось только варианта мобилизации по лекалам 2022 года, где в одночасье десяткам и сотням тысяч людей приходят повестки, начинаются облавы, паника и недовольство, которые не скрыть даже за тотальными блокировками. Масштаб не позволит. Но есть и второй вариант, куда более тихий и в масштабе страны не такой заметный. Мобилизация и так идет в России уже без малого 4 года, и ее не нужно объявлять заново. По идее, ничего не мешает военкоматам рассылать повестки и отправлять людей на войну уже сегодня. Если действовать аккуратно, а не как в прошлый раз, и отправлять мобилизованных на фронт по чуть-чуть, этого никто не заметит. Да, в первый месяц люди могут насторожиться, но как только станет понятно, что никаких крупных облав нет и призывают только единицы, старая добрая авось пронесет, победит чувство самосохранения. Массового бегства людей из страны можно будет избежать. И найти повод для подобного решения не проблема. Всегда можно будет продать какое-нибудь предложение о ротации мобилизованных. Но вот сколько их там осталось? В живых и при этом не подписавших за эти годы контракт? 50 тысяч? Меньше? Да их даже домой можно будет начать отпускать. А для замены нескольких тысяч на фронте забрать, например, 100 или 200. Просто этот призыв размазать по времени. За счет такой модели можно компенсировать и то, что не добирает стандартная вербовка. Я прям вижу, как какой-нибудь Песков разводит усами и говорит, что, мол, ничего не знает, а Минобороны действует согласно плану. А для каждого недовольного телевизор покажет чудный ролик, как чей-то папа, благодаря справедливому и милосердному вождю, наконец вернулся домой. Такой вариант невзрывной, но тлеющей мобилизации самый поганый, поскольку позволит продолжать войну еще долго. И на фоне падающих показателей вербовки, и на фоне экономики, которая летит в пропасть. И даже не вызовет коллапса внутри армии, поскольку поставить под ружье по 10-15 тысяч мобиков в месяц не такая уж и проблема. Из года в год путинские генералы не меняют своих подходов к ведению войны. Из года в год за эту верность идеям промышленной утилизации личного состава их награждают. Сам Путин помешан на продвижении, порой помешан до абсурда. А главное, что генералы просят у Путина для продолжения этого самого продвижения, это люди. Они предлагают вполне понятную идею. И если фронт встал, то дело в потоке добровольцев, который снижается. Но если к этому потоку, например, добавить еще и мобиков, то все сдвинется с мертвой точки. Более того, снятие табу на призыв по мобилизации сильно поможет и классической вербовке за деньги. Ведь у вербовщиков появится вполне весомый аргумент,
что за отказ воевать за деньги ты пойдешь воевать по повестке. И на этом фоне уже никто и никогда не отличит тех, кто подписался на смерть сам, а кого действительно призвали. Вот такой вариант мобилизации, который не требует сверхресурсов, а главное, приемлем для системы. Он, конечно, предполагает наличие четкого плана и не годится в качестве ответа на резко обрушающийся фронт, но с точки зрения рисков и наличия вполне реальной необходимости в живой силе, он выглядит реалистичным. Косвенные признаки подготовки именно такой модели мобилизации уже есть. Массовая вклейка моб-предписаний и обкатка баз уже ведутся. Произошедшее в Пензе при таком плане легко можно представить как проверку реакции населения. Облавы устроили по не самой благополучной категории лиц. Пришли за должниками по элементам, за людьми с судимостью. Так было когда-то с вербовкой на войну зэков. И если прецедент удастся и общество на это не ответит, то выдачу повесток можно будет опробовать на большем числе людей. Система может не дожидаться своего черного лебедя на фронте, а начать обкатывать мобилизацию частично уже сейчас, чтобы поддержать фронт. А главное, усыпить бдительность людей, чтобы в момент кризиса просто нарастить объем рассылки повесток. Теперь, когда все варианты призыва лежат на столе, перейдем к главному. Что нам со всем этим делать, чтобы защитить себя и своих близких от попадания на фронт, если призыв все-таки начнут? Для начала давайте проговорим правила безопасности, которые пригодятся уже сейчас, чтобы быть заранее готовым. Они будут максимально просты и вполне универсальны. Первое и самое главное правило – загранпаспорт. Это даже как-то говорить неловко в 26 году, но, судя по статистике, говорить об этом важно и нужно. Каждый военнообязанный гражданин России, при этом не желающий умереть за Путина на фронте, должен иметь на руках загранпаспорт. В идеале их нужно иметь 2. Это ваше законное право сделать 2 заграна в одни руки. Один у вас всегда должен быть в доступности, а второй лежать в надежном месте и вне вашей квартиры, чтобы в случае чего можно было его забрать, не попадаясь на глаза тем, кто вас может ждать у двери. И да, сейчас уже есть новости о проблемах с оформлением загранпаспортов, особенно нового образца, но попытаться надо, потому что если проблемы есть уже сегодня, то в момент паники они только увеличатся. Ну и тут есть лайфхак. Паспорт старого образца на 5 лет оформляется быстрее и проще. Он, конечно, не подходит для въезда в некоторые страны, но все еще лучше иметь 5-летний паспорт, чем оказаться без него в заложниках невыездным за границу. Второе правило. Откладывайте деньги, причем так, чтобы ими можно было воспользоваться в случае чего. И тут я передаю привет крипте и валютной наличке. Если встанет вопрос экстренных мер, то деньги – ваше главное преимущество. Если вы военно обязанный, то потребность не поехать на штурм малой токмачки должна стоять у вас в приоритете над покупкой новой модели телефона или прочих затрат, которых можно избежать. Опять же, если вы оттянете с решением, то все цены на средства вашего спасения, от билетов до аренды жилья в безопасных местах, взлетят, и без накопленных средств вам будет куда тяжелее. Третье правило – не позволяйте загнать себя в информационный загон. И речь, конечно, про VPN. И я понимаю, что если вы смотрите этот самый ролик из России, то у вас он уже, скорее всего, есть. Но одного VPN недостаточно, вам нужны альтернативы. И я здесь говорю не про торговую марку, а про протокол, на котором ваш VPN работает. Вам нужно иметь несколько разных по принципу работы VPN, чтобы если Роскомпозор заблокирует один протокол, вы тут же могли пересесть на другой. Ну и не жалейте на это, пожалуйста, деньги. Информированность – это залог вашей безопасности. Не полагайтесь на авось. Если происходит что-то угрожающее вашей безопасности, защищайтесь, не ждите, что это пройдет само или вас не затронет. Слишком много людей уже умерло только из-за того, что в какой-то момент подумали, что за ними не придут. Или их это не коснется. На практике это правило значит: не полагайтесь на бронь или на отсрочку. Это ловушка. Как не раз показывало государство, срать оно хотело на все правила, если нужно сделать план. Поэтому ваша бронь за одну ночь может превратиться в тыкву, а на рабочее место заявится военком. То же самое касается состояния вашего здоровья. Если у вас 2 руки и 2 ноги, вы при этом можете ходить, то это уже соответствует уровню нынешних добровольцев. Если престарелых людей на костылях,
с отсутствием пальцев и целым букетом заболеваний можно кинуть на штурм посадки, то ваше плоскостопие, плохое зрение или слабое сердце никого не впечатлит и не остановит. Не поддавайтесь панике. Обдуманная и спланированная реакция на действие всегда лучше, чем реакция, продиктованная эмоциями. Не нужно верить всему, что говорят вокруг, и позволять себя запугать. Сама по себе паника – это нормальная реакция, но абсолютно всегда, если вопрос выходит за рамки природного «бей или беги», панические действия будут менее эффективными, чем продуманные и организованные. Десятки тысяч россиян уже мертвы только потому, что когда-то поверили пересылаемые в WhatsApp новости про закрытые границы или про то, что их фамилия есть в неком списке на мобилизацию. Испугавшись, что все для них предрешено, они отказались бороться. И в итоге они мертвы. Не позволяйте коллективному силовику себя запугать, а пугать вас будут. Причем из каждого утюга, а всякие оппозиционные блогеры на зарплате из путинского АП в этом поучаствуют. Ну и, конечно, предложат вам сходить в военкомат и не бояться повестки. Ну и самое важное, но сложное к принятию. Лучшая защита от призыва – выезд из страны. Нет ни одного эффективного механизма защиты своих прав, когда вы находитесь на территории России. Нет никаких по-настоящему безопасных мест. Цифровой ГУЛАГ уже с нами, а правовая рамка просто уничтожена. Это нужно понимать. Как уклонистам, так и дезертирам прятаться в России неэффективно. Да, границы попробуют закрыть. Но тут важно помнить, что есть страна, с которой у России как бы нет никакой физической границы. Поэтому этот вариант подходит даже тем, кому повестка уже пришла. Главное тут добраться до условного Смоленска, ну а дальше просто найти попутку. А уже из этой страны вы можете улететь дальше. Ну и главное там, пожалуйста, не задерживайтесь, потому что союзное государство, ну, оно такое. В прошлый раз Казахстан и Грузия, несмотря на все трудности, принимали россиян. Что будет в этот раз? Непонятно. Но в любом случае важно помнить, с Казахстаном, в отличие от Грузии, сильно больше погранпунктов. С Грузией он ровно один, Верхний Ларс. И там точно будет пробка. Если вы затянете с отъездом и будете выезжать уже после старта призыва, это будет непросто. С Казахстаном же у России самая продолжительная граница в мире. И погранпереходов целая уйма. Причем, чем восточнее они расположены, тем меньше там будет людей. Да, Казахстан с 2022 года сильно усложнил правила пребывания в нем. Но это решаемая проблема. Главное помнить, что правильно говорить тенге, а не тенге. А еще гуглите значение фразы «шымкентский вариант». Ну и вне зависимости от положения дел, знайте, что Грузией и Казахстаном ваши варианты не заканчиваются. Всегда есть прекрасная Армения, которая, в отличие от остальных ближних соседей с Россией, ни разу с 22-го не прогнулась под путинских силовиков. Главное, чего не нужно делать при выезде из России, пытаться всеми правдами и неправдами добраться в Европу. Как показал опыт 22 года, это не просто неэффективно, но и опасно. Есть масса вполне безопасных, а главное безвизовых для россиян стран, куда можно выехать и вполне реально там легализоваться настолько, насколько это потребует ситуация. На этом месте я прям уже вижу, как кто-то пишет в комментариях, что, мол, за границей мы никому не нужны, вам легко сказать, выезжайте, чем там будем делать. И я вам по своему собственному опыту работяги с завода скажу, что это именно так, и мы там никому не нужны. Но это хорошо, потому что за границей мы никому не нужны, а в России мы очень нужны, но строго для одной цели – похода в штурм. Поэтому не нужно бояться отъезда. Это, конечно, решение не из легких, но мы с вами рассуждаем над проблемой, где просто нет хороших решений, есть только плохое и очень плохое. Ну и еще одно, что нужно знать и помнить всегда. Если призыв начался, не приближайтесь к военкомату, даже близко не подходите. Пока призыва нет, там тоже делать нечего, но если кампания по призыву стартовала, это смертельно опасно. Чтобы вам там не говорили путинские крестницы и прочая инфоподстилка Кремля. Вот такой вот набор вполне простых рекомендаций, которые, безусловно, можно расширять. Он не окончательный, но это база, от которой каждый начинает строить свою личную линию защиты. Причем, чем раньше вы начнете, тем проще вам будет. Все, это база.
И это главное. Путинская система устроена так, что ей плевать на конкретных людей. Люди в ней – это ресурс, поэтому у государства нет цели призвать конкретно вас. Ну нет такого, что сидит там генерал Кузовлев где-то под Купинском, спать и есть не может, пока Васю Пупкина не призовут. И он его там не отправит через трубу штурмовать. Нет, цель выполнить план. И если людей начнут хватать, все, что нужно сделать, это то, чтобы не схватили конкретно вас. Да, это звучит жестко, но мы с вами живем в крайне жестокое время. Я не понаслышке знаю, что нельзя никого спасти против его воли. Так же, как, к сожалению, нельзя спасти всех. К сожалению, мы с вами оказались в мире, где каждый вынужден защищаться сам. Но другого мира у нас пока нет и не будет, если мы с вами все это не переживем. Но только так, однажды мы с вами сможем сказать: прощай оружие, и да здравствует жизнь.